Представители знака зодиака Козерог, приветствую вас. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 24 февраля по 2 марта. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И две колоды, как и пасьянс, так и Таро. Это у нас сегодня Таро ангелов-хранителей или поддержки, патронажа ангелов. Поэтому какие-то добрые советы, я думаю, все-таки мы услышим. Конечно, реалистом быть стоит. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И основные тенденции вы как раз ухватите, или какой-то пазл у вас сложится, словно. Я же вас хочу поблагодарить за ваши отклики, комментарии, мои дорогие. Мне очень приятно всегда читать их. И пригласить вас на свой сайт. Последняя статья «Преломление реальности». А преломление, по сути дела, это оптический эффект и искажение реальности на основе наших ощущений. И весь период ретроградности со 2 числа у нас ретро-Венера, и она надолго, до середины апреля. Поэтому кому интересно, что же за энергии, которые нам придется учитывать, вы можете перейти в описании канала есть ссылка на мой сайт или во вкладках сообщества. Причем на двух каналах, как и Таро Эспирационы, так и Астро Эспирационы, прочитать и перевести на ту парадигму вашей жизни или тех событий, которые сейчас происходят. Мы идем дальше. Не буду на планетарных транзитах останавливаться долго. Что же вам подскажут карты, мои дорогие, любимые козероги? С чем, что тут будет связано? Ну вот сразу выпадает конверт. Иногда конверт преддверие или прелюдия назовите, когда мы что-то изучаем. Для того, чтобы получить важный документ, допустим, сертификат, диплом, а в последующем заработать денег. Ну или освоить какую-то профессию, навыки или ремесло. Для кого-то это может быть важный документ, которого вы в принципе ожидали. Может, эта карта также, или точнее, значение говорит, что вы идете подписывать в высокие инстанции документы или оформлять что-то. К кому-то вы обращаетесь. Такое тоже может быть. А вообще, посмотрите, первое значение, первые две карты – якорь, уверенность, надежность. Но вы сами люди надежные. Может быть, это вы где-то свое окружение будете тоже фильтровать для того, чтобы, ну, есть какая-то у вас задумка, и вы понимаете, что мне сейчас, как и самому, вот этот якорь нужно держать или удерживать все то, чего вы достигли. Но хотелось бы и людей таких же иметь в своем окружении. И вам тут прямо как по судьбе высшие силы помогают что-то согласовать, правда? Ну, наверное, вот как ангелы-хранители помогают. Пойдем дальше. Пока не вижу совпадений. Давайте разложим до конца. А у вас перемены на пороге. Буквально на пороге, потому что, может быть, середина недели, окончание недели. Вы, как поймете, вы, кстати, можете себя похвалить за то, что прежде приняли какие-то важные решения или на что-то, или отказались, или согласились. Тут у каждого по-своему. Но именно ваши действия какие-то прежде были правильными. Но так или иначе перемены, само по себе значение часы перемен, оно подразумевает добрые перемены, мои дорогие. И поэтому уверенность и добрые перемены – это уже неплохо, будем говорить прямо и словно вам по судьбе. Вы люди настойчивые и сильные, поэтому вот эта уверенность, она к вам и приходит. Но это как будто заслуженная, потому что всегда, когда выпадает крест, это как закон кармы, это причина и следствие. Поэтому какие-то прежние ваши приложенные усилия, они окупаются сторицей или есть продолжение. Сейчас я посмотрю, и вы смотрите тоже. По краям мы можем соединить вертикаль и горизонталь эти карты. Потому что напрямую, пока с вами говорю, не вижу все же я прямых совпадений. Что же есть, если мы сложим крайние
ряды, и у вас выпадает лебедь. Это верность. Вот правда, этот якорь практически с лебедем. И у кого-то это уверенность и по вашей занятости, по вашему труду. Есть возможность построить карьеру или какие-то важные согласования, договоры на этой неделе провести. По части, может быть, поговорить с руководителем, если вы хотите строить карьеру, потому что вас, скорее всего, услышат, может быть, отправят на какие-то курсы. Вот такое тоже я не исключаю. А часто так и бывает. Для того, чтобы должность получить, нужно еще дополнительно курсы пройти. Ну, не во всех специальностях. Я могу только по своей профессии это ориентироваться. Но выпадает еще лебедь. Это, знаете, надежное партнерство. Вообще это любовь, искренность и верность. И здесь может быть как эта искренность напрямую по личной жизни, но это и в партнерских отношениях надежность тоже может иметь место. И я не вижу, мои дорогие козероги, чтобы у вас что-то совпало. Но, видимо, вот на этих значениях вас хотят, или акцент вашего внимания заострить карты. Но мы пойдем дальше. Что же нам расскажут Таро? Таро ангелов-хранителей. И первая сфера жизни – это деньги, ваши достижения и работа. События. События ближайших дней. Карта будущего. Ну вот, наверное, где-то мы с вами, можно сказать, и говорили о переменах, и как причина и следствие. Вы что-то сделали хорошо, и вот, наверное, теперь, как все гештальты уже козерог закрыл, и вам выпадает карта будущего, тройка жезлов. И на заднем плане, обратите внимание, корабль, один из символов Меркурия. Это как исполнение желаний. Да, это будет говорить еще о том, карта, что вы будете, возможно, работать с большим объемом информации. Где-то нам говорят, что ты вообще сам свой горизонт расширяй, и объективизм идет. Ну, объективность имеется в виду, когда мы диапазон нашего внимания расширяем тоже. Видим, какие возможности перед нами открываются. Не говорим или не отказываемся от чего-то быстро, а рассматриваем альтернативные варианты. Вот как раз по этой карте тоже проходят. Может быть, у кого-то проиграется подготовка к отъезду, к переезду или какой-то недолгой поездке. Но в центре ваших интересов уже лежат последующие планы. Поэтому карта будущее вам добавляет того, что вот буквально еще чуть-чуть. И как только вот этот корабль зайдет в гавань, ты куда-то можешь отправиться. Поэтому тут может быть тот период, когда вы действительно согласовываете какие-то документы перед тем, как сделать какой-то квантовый скачок в будущее. И те решения, которые направлены на какой-то прогресс, они будут в этой неделе поддерживаемы. Поддерживаемым может быть как и руководителем, если мы говорим по работе, или если карьера, значит, тут тоже какой-то может быть прогресс, прорыв, или с вами будет тот человек, который разделяет ваши взгляды. У кого-то это может быть последующая встреча, может быть и с любимым человеком, и вы будете что-то планировать, и документы готовить, и так тоже. А ведь правда, документы тут не на последнем месте в эту неделю. Посмотрите, тут конверт и тут конверт. И это не просто игра красок или изображений. Поверьте, вот в этой карте именно паж Земли, он так выглядит. Это какая-то документальная возможность или получение важной бумаги. Или это то, что для вас открывает новые перспективы. Да, у кого-то с важным документом такое будет. Может, визу-то открыли, и все, и вы уже готовы ехать. А вы уже практически подготовили себе, ну, то место или уже какие-то договоренности прошли, и вы ждете только вот последнего как бы аккорда, и вы готовы отправиться. Но карта еще говорит, будь готов учиться. Тебе придется учиться. И поскольку это у нас Земля или Пентакли, осваивать какую-то новую, ну, может быть, финансовую грамотность и уделять этому внимание. Деньги все равно лежат в центре ваших интересов. Или все то, что мы можем в конечном итоге, как благополучие, тоже свести к денежному финансовому эквиваленту. Тут и как учеба, и по пажу Земли. Вы знаете, это будет радость. Потому что нам буквально говорят так, и учиться, да, учащийся нам как бы показан. Еще и говорят, что все уже готово, поэтому, ну, наверное, то, что вы предприняли прежде, какие усилия, то теперь вы пожинаете плоды, и это вам приносит радость. Поэтому новые возможности в будущем буквально. Давайте посмотрим.
Что же еще? А причем тут, знаете, первые шаги у кого-то через обучение, у кого-то через, может быть, первые шаги в новой профессии, в каком-то новом направлении. И звезда. Это карта выбора вообще правильного направления, но на долгий период времени. Это, наверное, как по Плутону Водолею лет на 10-20, правда. Вот такой вот марафонский забег, и это просто или прелюдия, первые шаги и продолжение. Очень интересно для вас, вот так логически выпали карты. И это, знаете, та работа, которая, и где-то карты подсказывают, Козерог, ты там добьешься успеха, или в той работе, на том поприще, чем тебе нравится заниматься, что тебя буквально вдохновляет. И более того, ты останешься именно доволен, и ты будешь как уверен в собственных силах, так и еще и ты будешь не один. Как будто есть тот человек или будет, может быть, какое-то ключевое партнерство, как основанное на доверии. И тут доверять самому себе нужно, безусловно. Но по аркану звезда сбываются наши мечты. Да, пусть это не совсем в разрезе недели, нет, но в эту неделю мы можем что-то правильно решить, правильно начать и, устремившись вперед, получить вот это благополучие, новое качество жизни. Хорошо, давайте к следующей сфере перейдем. Это у нас любовь, личная жизнь и отношения, события ближайшего будущего. Ну вот все то, что я сейчас долго говорила, по сути дела, так оно и есть, потому что по этой карте проходит изобилие, процветание, мои дорогие, и когда мы остаемся довольны собой. Девятка Земли. Когда мы, ну, понимаем, что мы вовремя с чем-то сориентировались, мы умеем жить буквально, распоряжаться финансами. Может быть, у кого-то как вторичный доход, или вы будете узнавать, каким образом я могу к основной работе еще заработать деньги. Причем мы не идем против закона. Здесь все то, что нас вселяет уверенность, то, что мы сделали согласованно или составили буквально какой-то документ, себя где-то и подстраховали. Но девятка Земли, пусть это выпадает на личную жизнь, это когда мы уже никуда не спешим. Вот, наверное, какая-то женщина так среди прекрасной обстановки она присела на кресло вот в этом саду, и она позволяет себе в спокойствии, умиротворении выпить чашечку, ну, может быть, чая или кофе, не знаю. Вот какое-то такое, знаете, удовольствие от того, что вы что-то сделали правильно. Я об этом говорила по части личной жизни. Да, эта карта не совсем на личную жизнь, потому что женщина вроде бы как одна. Но, тем не менее, иногда это может проигрываться, как ваше личное устремление или ваше личное желание, мечта. Но она может осуществиться. Может быть, не в разрезе этой недели, когда вот уже сам по себе итог или вывод какой-то. Но первые шаги, которые... тогда нам о чем говорит карта? Ты увидишь, что ты на правильном пути, когда вот ты так вот себя где-то расслабленно, уверенно, одновременно будешь чувствовать. Что же еще по части личной жизни? Но выбор нужно делать. Вот выбор за вас не сделает никто. Поэтому решение какое-то. Хотя оно будет приправлено эмоциями. Правда, прочитайте мою статью, потому что тут с эмоциями может быть такой некоторый конфуз, опять же, преломление реальности планеты. Но когда мы делаем этот выбор, мы остаемся довольны. Хотя в этой колоде карт, обратите внимание, словно ангел благословляет буквально пару какую-то. Но вот по девятке жезлов это карта великой мощи, великой силы. Это, кстати, протекции. И нам говорят, что те действия, которые вы предпринимали прежде, они вам дают возможность куда-то не лететь, не торопиться. А более таких спокойных энергиях продолжать то, что вы себе наметили. И все же продолжать нужно, правильно оценивая обстановку. С одной стороны, вам чего-то нельзя никак упустить, как и времени, безусловно, так и с другой стороны, вы не должны себе навредить. Но как будто карта говорит о чем, и ангел благословляет. Пришло время, как будто уже все готово к тому, чтобы ты, Козерог, вышел на авансцену. Не отказать себе, не отказать своей мечте. Выбор у каждого будет свой. И пусть это на личную жизнь, у кого-то напрямую вопросы с вашим любимым человеком или вопросы семьи, или, может быть, выход из одиночества, такое тоже вполне вероятно. Но тогда
доброй энергии на эту неделю. Давайте мы следующий триплет, это будет как 3 карты для совета. Чему нужно уделить внимание? Каким, может быть, сферам жизни? Что вам нужно обустроить, согласовать? Или в чем вам следует навести порядок? Вот по мнению карт. В ближайшие дни. Посмотрите, девятка земли, девятка воды. Но правда, хоть это у нас, по сути дела, вроде бы кубки, да, или вода, это эмоции, чувства, а тем не менее, нет, это деньги, это карта самодостаточного человека, 2 девятки. И я должна сказать, по нумерологии, мои дорогие козероги, 9 это всегда преддверие перемен. У вас как пороговое какое-то значение, или вы можете даже ощущать, но меня словно так это штормит. В каком плане? Ну вот представьте, что вы ходите в помещение, и вы открываете дверь, а в помещении еще где-то открыто окно. Вот как какой-то сквозняк или поток воздуха. И мы обычно замираем, потому что мы пытаемся осознать, а вообще, что это такое? А нам нужно идти вперед? И вроде бы назад не пойдешь. То есть мелкое замешательство, оно может быть. Вы можете это испытывать, потому что вы еще не знаете, что же вас ждет в будущем. А вверху первая карта будущего, мы об этом с вами говорили. Но то, что сейчас, на этой неделе, как вас окружает или происходит, или пусть это через события, обстоятельства, вас к какому-то итогу или выбору приводит, то тогда это нельзя сделать на автоматизме. Нужно прожить эту неделю осознанно, потому что есть вариант, как и ухватить, вот, наверное, эту птицу счастья за хвост, или какую-то возможность, может быть, в финансовом плане, может быть, это через вашу получение должности, построение карьеры, продвижение бизнеса, освоение каких-то новых скиллов или навыков. Ну, у каждого здесь по-своему, может быть, и через личную жизнь. Но для себя получить в конечном итоге, к чему мы стремимся. И здесь, посмотрите, это наши желания сбываются, мечты и счастье. Вот на кону. Очень какие-то серьезные темы стоят. Есть что-то доброе, светлое, хорошее, что вас должно и порадовать, и вы останетесь довольным. И это нужно сохранять. Ну, давайте еще. Где, в чем навести порядок? Ну, правда, в личной жизни я больше не тяну даже карты в вашем благополучии, мои дорогие. Потому что, посмотрите, девятка воды, десятка воды. У вас очень так вот логически, повторяюсь, как-то правильно, последовательно. Ну, как, знаете, цепочка развития событий. У вас так легли карты. И здесь идет по нарастающей. Да, десятка воды, это будет говорить и еще, и буквально ваша семья, любовь и радость, мои дорогие. Поэтому вот это то, что стоит на кону. Тут не то, что порядок нужно наводить, а вам либо на что-то согласиться, либо чего-то не упустить. И поэтому для тех, кто один или одна, выйти из одиночества. А может быть, есть смысл какие-то важные разговоры провести. А вообще, я бы сказала, верить в мечту, мои дорогие козероги, потому что для вас нет ничего невозможного. Вам словно пространство, вселенная, может быть, пытается дать какой-то счастливый вариант, и который вы должны принять, чего-то не упустить, не бездействовать на этой неделе, это точно. Ну, понятно, нужно понимать, куда мы прикладываем усилия, но для большинства из вас, я верю, то, что вы предпринимали прежде, вы видите все же плоды труда своего, потому что есть в чем-то радость, и есть все же десятка воды, это своеобразный итог, или быть счастливым, может быть, построить не только свою карьеру, да, но и построить личную жизнь, когда все сферы жизни в едином гармоничном балансе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.